Случилось это недалеко от канадского острова Лабрадор. Моряки с краболовецкого судна увидели необычную картину. На грибовидном айсберге лежало непонятное одинокое маленькое существо. Сначала Мэллори Харриган, Клифф Рассел и Алан Рассел подумали, что это детеныш тюленя. Но подойдя ближе, они увидели нечто. На айсберге в открытом море дрейфовал продрогший до костей, еле живой щенок арктической лисы. Сначала рыбаки подумали, что пред ними детеныш тюленя, но его одиночество их насторожило, животное пришло на лед в поисках пищи, но оказалось в ловушке. Оторвавшуюся ледяную глыбу унесло в открытое море. Корабль подошел ближе. Люди приняли решение спасти маленькую одинокую душу. Ведь еще немного времени и малыш бы погиб, без еды и воды, от холода и отчаяния. Сначала пассажиры судна попытались позвать лисенка, но зверек был очень слаб и напуган. Он не подпускал к себе никого, да и попытки загнать его на борт корабля тоже не увенчались успехом. Было принято непопулярное решение. Мужчины начали таранить айсберг при помощи судна, сталкивая растерянное существо в воду. Зверек свалился в море, а рыбаки выловили его при помощи рыболовецкой сети. Нужно сказать, весьма необычный улов в этих краях. Жаль, что у моряков нет такого друга, как собака Чак, который всегда готов спасти утопающего. Сначала мокрый и несчастный зверек забился в угол пластикового ящика и отказывался от пищи. Лисе был выделен уютный пластиковый ящик, быстро переоборудованный в домик. Для большего комфорта, на пол насыпали опилок. Зверю выделили собственную чашку, попытались угостить чипсами и крекерами, предлагали воду. Первые попытки угодить найденышу оказались напрасными. Лисичка отказывалась от еды. Стоило дать животному прийти в себя, и все стало по-другому. Лисенок высох, согрелся и ожил. Люди ухаживали за ним и заботились. Он стал благодарно смотреть рыбакам в глаза, похорошел и распробовал баварские сосиски. Прошло совсем немного времени, и малыш полностью освоился. Он стал чаще покидать свое убежище, окончательно перестал бояться людей. Начал свободно разгуливать по кораблю. Со временем писец похорошел и окреп. В глазах появилась благодарность, рыбаки успели привязаться к песцу. Он радовал их своей любознательностью и полным отсутствием агрессии. Состояние его здоровья значительно улучшилось. По прибытии на сушу было принято решение выпустить его в дикую природу. Момент, когда лисенка выпускают из деревянного ящика на волю, запечатлен на памятном видео. Тут видно, как лиса выходит из ящика и, озираясь, направляется в сторону горного массива. После недолгих колебаний, зверь убегает навстречу привычной среде обитания. Хотя, сегодня приоритеты поменялись. Ранее мы рассказывали, как для тысяч лис привычным местом обитания стали мегаполисы. А вот тот самый трогательный момент, когда поправившегося зверя выпускают на волю. Вот так простое участие и благородное желание помочь несчастному существу еще больше сплотило команду и помогло выжить маленькому животному. Нам очень радостно за такие поступки людей. А вам?